Добрый день, уважаемые друзья, с вами Одессит на кухне. Добро пожаловать на нашу уютную одесскую кухню. И сегодня опять же рецептик от меня, авторский рецепт. Мы сегодня готовим салат из куриной печени с карамелизованной сливой. И для этого нам понадобятся вот такие вот продукты. Давайте сразу начнем вот с зелени. Какая зелень нам? Любая зелень, любой микс салат. Я сегодня использую просто листовой салат. Любой можно использовать листовой салат. Шпинат, рукколу. Вы используете любой микс салат, ребятки. Так же самое для обжарки печени нам понадобится тимьян. Дальше пошли по кругу. Оливковое масло, черный перец, подсолнечное масло, соль, печень, соответственно, госпожа, чесночочек, бальзамический уксус, орешки, можно кедровые, можно арахис, можно кешью, любые орешки, даже грецкие. Ну и, конечно, госпожа, еще одна слива. Любая, зеленая, красная, большая, чернослив, здесь уже роли не играет. Она все равно будет вкусная, и салат этим не испортишь. Просто разные вкусовые рецепторы по-разному будут реагировать на тот или иной продукт. Ребята, сейчас раздвигаю и пошагово начинаем готовить вместе с вами. А вы готовьте продукты и будете готовить со мной. Ребята, замаринуем сейчас печень в первую очередь. Нам нужна будет соль, чтобы она не обветривалась у нас. Нам нужна будет соль, перчик. И скрытый ингредиент и для печени, и для нашей сливы. Почему сразу в начале видео? Потому что, чтобы вы подготовили, это, конечно, сахар. Любой сахар. Черный, белый, у меня белый. И вот как раз я немножечко, половинку сахара отправляю для печени. Все, перемешиваю это все с перчиком, с солью и оставляю мариноваться печень. Ребятки, и начинаем заниматься печенью. Мы сейчас подпечем сначала, потому что идет все-таки теплая в мой салат печень, но мы подпечем, подготовим, потому что у меня много печени. Вот перемешали еще раз, чтобы полностью сахар, перчик, соль. Вот все полностью, видите, какая красота. Ребята, вот видите, большая печень, я сейчас буду разрезать ее. Ну, первое, что нам нужно отправить вот уже на средний огонь, масло немного. Ну, как немного. Достаточно много, чтобы покрыло полностью сковородку днище. Особенно есть сковородки, которые выгнутые, нужно покрывать их полностью. Бывают такие сковородки. Дальше у меня чесночок. Беру сразу пока два больших зубчика и вот так вот разрезаю. Раз, два. Раз, два. Все. Отправляю сразу сюда. Пусть тимьянчика первую порцию. Буквально немножечко беру. Вот, достаточно будет вот такое количество. Тимьянчика вот сюда. Вот, пусть оно там стоит. Все. Вот, начала стрелять. Прикручиваю. Нам нужно что? Нам нужна мешалка. А мешалка у нас рука. В этом варианте. Все, процесс пошел. Видите, чтобы запах, аромат пустил. Чесночок и тимьян. Если надо, берем, конечно, нашу лопатку помогатор и немножечко придавливаем тимьян, чтобы он выпустил весь сок. Я сдвигаю вот так вот в сторону. Почему прикрутил? Потому что, будем так говорить, индикатор для печени, потому что печень стреляет, не забывайте, ребята. Но чтобы не стреляла печень, я немножечко вам сейчас покажу некоторые эффекты. Вот как раз на ложке у меня печень. Вот, я разрезаю ее, ребята, ну, такими вот кусками, как для салата, да. И помимо, что разрезаю, еще ножичком немножечко с двух сторон тыкаю. Вот так вот. Она меньше будет стрелять. Все, я сейчас обжарю, вот сейчас отправлю первую порцию. Так же самое все остальное. Обжарю печень, но покажу до какого состояния. Вот, видите, отправляю, я пеку ее сейчас. Первый процесс это, вот пусть аромат, вот так вот немножечко, вот так вот подвигайте тимьян и чесночок, аромат вот сюда на свободные места печень. И каждый кусочек дальше продолжаю в таком же варианте приготавливать. Если надо, немножко добавляйте, ну, чтоб не было вот этой фейерверков, салютов.
Если появляется салюты, прикручиваем. Мы пока печем. Обжариваем и печем. 2 в 1. Наша печеночка жарится для салата из куриной печени со сливой. И традиционный анекдот от меня, от одессита, на кухне для вас. Бургеры из ресторанов быстрого питания – это лучшая инвестиция, друзья. Покупаешь 150 грамм, получаешь плюс 5 килограмм веса. Ребятки, все, уже полностью весь чесночок отправил. Посмотрите, как тушится наша. Именно тушится. Я люблю тушеную такую, знаете, печеную, не жареную, а печеную. Конечно, я подрумяню ее потом, когда надо будет. Но пока она печется у меня. С чесночком, с тимьяном в соусе. А я буду дальше заниматься сливой. Беру сливку, очищаем от косточки, конечно. Вот просто вот так вот берем, раз, разрезаем, достаем косточку. Ребята, смотрите, у меня слива не крупная. И крупная разрежьте. Я думаю, что мне достаточно будет еще на 2 части ее разрезать. Вот так вот. Все, смотрите, по вашей сливе. У меня здесь и зеленая слива, и красная, вы видите. Любую сливу можно использовать. Все. Берем, косточку достали. Вот эта маленькая, я оставлю ее так. И все. Дальше продолжаем. Ребята, и самый главный секрет, когда вы печете печень, вы смотрите, какая красота, какой цвет печени печеной на сковородке. Вы мешаете тимьянчик, да? Помешали тимьянчик, там чесночок, подвигали, переворачивали. И, конечно, масло немножечко вот так вот по кругу, чтобы все пропиталось вот этим ароматом, запахом. Это просто божественно. Вот посмотрите, я пеку, еще не разворачиваю печень, еще не время. Я сейчас буду немножечко ее поджаривать. Вот видите, она уже поджаренная. И я буду еще немножко поджаривать, и она именно будет печеная, знаете, вот такая масляная, как, ну не знаю, кто-то, наверное, когда-то пробовал ливерную, либо печеночную колбаску в свои времена. Она такая нежная, масляная, вкусная. Как наш паштет, кстати, смотрите видео. Ребята, будем карамелизовать сливу. Все хочу сказать грушу. Наверное, надо опять же салатик повторить с хорошей грушей. Хотя он у нас уже есть на канале, смотрите тоже. С карамелизованной грушей. Обалденовский, классный, вкусный салат из печени. Беру маслица, так немножечко больше, кстати, такой сотейник у меня, я не могу сказать, что это сотейник, но глубокая сковородочка маленькая. Отправляю сначала сахар. Все делают наоборот, может быть, но в моем авторском рецепте только так. Сейчас расплавляю сахар в масле, не в воде, именно в масле. Как говорил мой старый друг китаец Славик, лучшая карамель получается либо, если ты хочешь белую карамель, сделай в воде. Если ты хочешь коричневую карамель, сделай в масле. Все. Плавлю потихонечку на маленьком огне. Расплавляю, мешаю вот так в масле, видите. Смотрю за печеночкой нашей, чтобы она не поджарилась. Сейчас буду уже переворачивать. Ребята, вот, посмотрите, не горелая карамель, а именно румяная. Видите, как она переливается по маслу. Я прикрутил огонь специально, чтобы сейчас слива не стреляла. Потому что если вы кинете сливу сейчас, она просто взорвется на этой карамели. А я потихонечку буду добавлять сливу. Вот, прикрутил до медленного огня. Даже немножечко даже убираю. Видите, смотрю по карамели, она густеет. Все. Теперь я могу посмотреть, будет. Одну сливу кину. Будет стрелять или не будет. Видите, стреляет. Значит, что я делаю? Отставляю в сторону. И все остальную сливу добавляю. Аккуратно, ребята. С карамелью шутить нельзя. Она так стреляет, что ой-ой-ой. Все, видите? С опытом. Все приходит с опытом, ребята. Все. И при том же я сейчас не перемешиваю, я вот так вот сдергиваю. Да? Вот посмотрите. Вон она, красота.
Карамелизую ее именно покаместь, без добавления всяких уксусов и всего остального. Конечно, мы добавим. Отправляю на огонь. И жду, пока мясо начнет постреливать. А у нас уже почти что готово. Посмотрите, какая обалденская печеная почти что. Все. Вот. Пусть она стоит, не убирайте ее с огня, выключите огонь, когда до вашего любимого цвета печеного дойдет, и пусть она пропитывается этим ароматом чеснока, розмарина. Вы себе не представляете, какой это будет вкус для салата. Ребята, ну вот орешки вы можете использовать даже кедровые, любой орех. А я вот люблю сейчас для этого блюда использовать арахис. И со всей душой, не бить его, как некоторые там колотят там каким-то. Я люблю резать арахис. Вот так вот меленько я нарезаю. С душой каждый. Я каждое блюдо готовлю с душой, ребята. Вы знаете меня. Так, ребятки, посмотрите, вот. Уже почти что закарамелизировалось, уже вот сок выпустила. Не обращайте на сковородочку, я здесь себе еще сладенько делаю, блинчики вкусненькие в карамели. Когда-то вас научу. Отправляю бальзамический уксус, чтобы она зафиксировала это все. Вот. Весь бальзамический уксус отправляю. Перемешиваю и дальше продолжаю выпаривать. Я хочу, чтобы слива была, знаете, как инжир, тянучая, классная, вкусная для нашего салата. Вот что значит авторский салат, ребята. Я не успеваю за мыслью моей. Если бы был бы щавель, и щавель тоже был здесь, а оказывается шпинат у меня. Ребятки, разницы нету. Вот этот зеленый, это может быть ромен, может быть айсберг, может быть ледяной. Любой салат, который вам больше нравится. Выбирайте. Почему авторский рецепт? Потому что в авторском рецепте вы выбираете сами, что вы любите кушать. Я вот люблю, вот, допустим, сейчас шпинат, рукколу и вот листовой салат. Все. Пока вот по сезону. Что есть по сезону, то по сезону. Вот. Все, ребятки. Перемешаю. Вот так вот накрою. Вот так вот. И перемешаю. Чтобы не высыпался, конечно. Вот видите. Уже руккола пытается вырваться наружу. Все, перемешиваю. И возвращаюсь к вам. На тарелке покажу. А у нас здесь два прекрасных варианта. Здесь печеночка и слива. Слива будет заправкой, а печеночка будет добавкой. Вернемся. Ребята, и вот мы начинаем формировать наш салат. Берем зелень. Вот так вот. Зелени должно быть много. Можно прибить, ребята, вот пальчиками. Вот так берете, прибиваете и добавляете, если вам мало. Ну вот, мне пока недостаточно. Вот теперь точно достаточно. Красота. Дальше, ребята, разлаживаем на наш салатик печень. Берем печень нашу масляную и вот кусочками прямо вылаживаем. Сегодня я вообще как ювелир работаю. Щипцами. И еще один кусочек. О, я думаю, достаточно. Ребятки, а дальше самое вкусное начинается. Это, конечно, слива. Слива у нас в карамели и в бальзамическом уксусе. Вот какая она получилась. Видите? Вязкая. Как мармелад. Тоже. И вот так вот я красиво ложечкой беру, чтобы не разломать. Где-то она меньше, где-то она больше. Но все равно она будет как инжир. Кто кушал инжир, тот понимает. Кто не кушал инжир, попробует с моей сливой. И поймет, что надо покупать и инжир, и сливу. Так вот. Карамель настоящая. Не жареная, не спаленая. Вот видите, карамельку. Шикарная.
Карамелька поливаем, конечно, ею. Ну и последний штрих, почти что пошли, последний штрих. Это, конечно, масло, оливковое масло. Пшикаем оливковым маслом. Все запшикиваем. Пшикает еще, да? О, есть еще оливковое масло у нас. Вот так вот надо поставить и красиво запшикать. Все, есть. И вот идеальный штрих, не последний, а идеальный штрих — это орешки, любые. Арахис, кешью, кедровые, просто грецкий орех. Ребята, у меня сегодня арахис. Посыпаем. Так вот, все. Сфотографирую и вернусь к вам пробовать. И вот что мы сообразили для вас. Посмотрите, ребята. Ну, это просто ансамбль. Ансамбль вкуса. Это зеленый салат. Это мармеладная печень. Просто закарамелизированная слива. И, конечно, посыпанная орехом. Будем пробовать все вместе. Вы со мной согласны? Ну, давайте вот возьмем печень. Вот здесь еще и слива есть. И, конечно, салатик уже накололась печень, видите. Печень, как всегда, наколота. И вот мне нужно салата. Смешанного салата немножечко. Вот возьму, вот так, наколю. И еще чуть-чуть. И еще немножко. Вот. Вот так. Я думаю, достаточно. Вот, посмотрите, что у нас. И слива. И вот слива здесь. О, еще и сливу возьму. И печень еще взял. Смотрите, какой бутерброд получился. Надеюсь, мой рот точно не порвет. Давайте пробовать. Какая красота. Вы себя неверно понимаете. Ребята, кислиночка сливы дополняет горечь нежную куриной печень. Арахис дает нотку нежного ореха. Ну что дальше? Будем кушать? Это вкусно. Готовьте с нами. Люблю, целую, обнимаю. Здоровья, позитива и всего самого хорошего от меня, от души. До скорых встреч, друзья. Пока.